Друзья, сегодня печем хлеб на остатках закваски, причем в ход пойдут остатки и пшеничной закваски, и ржаной, так что ничего не выкидываем. Так, у меня тут остатки пшеничной закваски, по весу точно не знаю сколько, но им уже двое суток. И ржаные остатки тоже есть, им тоже двое суток. Вот на них я и хочу испечь хлеб. Держать их дальше не хочу в холодильнике, чтобы они не перекисали, а выбрасывать рука не поднимается. Как раз и посмотрим, что из этого выйдет. Как вы поняли, эти остатки заквасок я буду смешивать. Сколько их получится, на том количестве и замешу тесто, чтобы все было абсолютно без отходов. Беру всю ржаную закваску, так, 166 граммов ржаной. Далее добавляю сюда пшеничную закваску. Пшеничной вышло 99 грамм. Теперь мне нужно высчитать, сколько воды добавить на такое количество остатков, так как тесто буду замешивать из 500 грамм муки с влажностью теста 65%. В общей массе у нас 266 грамм закваски. Я округлил. Разделил ее на 2, и в закваске у нас получается 133 грамма муки. Далее приплюсовываю 400 грамм белой муки и 100 грамм цельнозерновой муки. Это то количество, которое я буду добавлять в тесто. Итого, общая масса муки у нас 633 грамма. Теперь нам нужно высчитать, какое количество жидкости нужно добавить при замесе теста. Так как влажность теста я хочу сделать 65%, то что мы сделаем? Мы общее количество муки, а это 633 грамма, как мы выяснили уже, умножаем на 0,65, это процент влажности, который будет в тесте. Итого равно 411 грамм. Я округляю, чтобы было без этих хвостиков. Что делаем дальше? 411 грамм – это общая жидкость. От нее отнимаем 133 грамма – это та вода, которая уже есть в самой закваске. Думаю, понятно. А если не ясно, спрашивайте в комментариях. Отминусовали 133 грамма воды из закваски, вышло 278 грамм. Далее отсюда отнимаем оливковое масло, которое я буду добавлять, а это 20 грамм. Это тоже жидкость. Остается 258 грамм. То есть нам для рецепта нужно 250 грамм воды. Добавляем 258 грамм воды комнатной температуры. Смотрите, если вы добавите холодную воду, процесс брожения будет идти немного дольше. Вот и все, что нужно понимать. Видно, что это остатки, а не активная закваска, она совсем не всплывает. Далее сюда сразу же добавляю соль. Соли нужно 11 грамм. И 20 грамм растительного масла. У меня оливковое. Масло придаст тесту эластичность, а мякиш сделает более мягким и нежным. И хорошенько все размешиваю до однородности с помощью венчика. Далее просеиваю муки 400 грамм высшего сорта. Белок в этой муке 10,3%. Так, немного пересыпал муки, отберу назад. Просеиваем, чтобы мука дополнительно обогатилась кислородом. Далее добавляю еще 100 грамм цельнозерновой муки, чтобы хлеб был более полезным. В моем случае это спельтовая цельнозерновая мука. Ну а вы можете брать ту, которая у вас есть, или добавить просто всю муку высшего сорта. Это уже по вашему желанию. Или наоборот, заменить всю муку на цельнозерновую. Но тогда может понадобиться немного больше воды, так как цельнозерновая мука более влагоемкая, так что имейте это в виду. Ну а дальше нам нужно хорошо вымесить тесто по классике. Хоть оно и на закваске, мы не будем делать растяжения и складывания, как обычно, а просто за один раз вымесим тесто до гладкости, с перерывом в 10 минут. По времени сам замес займет где-то 10-12 минут, не считая перерыва. С таким отдыхом замесить тесто гораздо проще и без лишних усилий. Собираю тесто до кучи, накрываю и оставляю отдохнуть на 10 минут. По истечении 10 минут домешиваем тесто до гладкости. Получается очень простой рецепт хлеба на остатках закваски. Но этот хлеб точно так же можно приготовить и на активной закваске. Так что рецепт универсальный и с ним справится каждый. Было бы желание. А если что-то осталось непонятным, не стесняйтесь задавать свои вопросы в комментариях. Я обязательно отвечу. Вымесил тесто до гладкости, перекладываю его в миску, накрываю и оставляю на брожение при комнатной температуре на 2 часа. При этом никаких складываний больше делать не буду. Температура у меня на кухне сейчас около 27 градусов. Если же у вас в помещении градусов 23 и 25, то ставьте тесто примерно на 3 часа. У меня прошло 2 часа, посмотрите, как чудесно выросло тесто. Присыпаю тесто и стол немного мукой, перекладываю тесто на стол. И вот сейчас самый ответственный момент. Мы формируем структуру, которая не даст хлебу расплыться в духовке.
Совсем немножко растягиваю, складываю с двух сторон тесто друг на друга, чтобы наш хлеб потом красиво раскрылся при выпечке. И скручиваю тесто с легкой натяжкой в рулет. Эта легкая натяжка не дает газам выйти, но собирает их в единую структуру. Далее круговыми движениями с легкой натяжкой собираю тесто в шар, тем самым равномерно распределяя по тесту газы, которые образовались в процессе брожения, накрываю тесто и оставляю его отдохнуть на 20 минут. Пока тесто отдыхает, приготовлю корзинку, в которой буду растаивать хлеб. Присыпаю ее немного мукой и распределяю муку по корзинке, чтобы тесто не прилипло в процессе расстойки. Если нет корзинки у вас, можно растаивать в любой не слишком широкой миске. Прошло 20 минут, формую тесто вот таким способом, как пеленание. И перекладываю в расстоечную корзинку. Подправляю еще немного швы. Да, забыл сказать. Тесто перекладываем швом вверх. Присыпаю тесто сверху немного мукой и расправляю. И кстати, именно на этом этапе решается, насколько легко хлеб потом выскочит из корзинки и не потеряет ли форму. Накрываю пакетом и закрепляю края, чтобы тесто во время расстойки не подсыхало. Вот такая у нас вышла хлебная заготовка на остатках закваски. Дальше я отправляю тесто на холодную расстойку в холодильник. В холодильнике у меня плюс 5 градусов, примерно на 12 часов. Тут уже как получится у меня. Но если вы хотите печь хлеб сегодня, то оставьте его на расстойку при комнатной температуре до увеличения в 2 раза. Так, переставил корзинку с тестом в холодильник, пусть стоит до указанного времени. А тут у меня, видите, квас. Кто пропустил, кстати, рецепт, как сделать домашний квас, ссылка будет в описании под видео. У меня уже следующий день, прошло около 12 часов. Прежде чем доставать хлеб из холодильника, нужно разогреть казан в духовке до 250 градусов. Если нет казана, не проблема, пеките просто на противне. Все получится тоже отлично. В казане корочка просто получается немного тоньше и более хрустящая. Так, достал хлеб из холодильника, тесто подросло идеально, перекладываю хлеб на пергаментную бумагу, с помощью лезвия сделаю надрез, хотя надрез на этом хлебе совершенно не нужен. Хлеб полностью расстоялся и раскрытие будет минимально. Но я хочу показать, как после разреза тесто осядет, а то мне как раз задавали такой вопрос. Почему тесто оседает после разреза? Достаю разогретый казан, перекладываю туда хлебную заготовку и обратите внимание, как осело тесто. Вот почему не стоило делать надрез на полностью поднявшемся хлебе. Мы просто спустили пузырьки воздуха, которые были внутри. Брызгаю хорошенько хлеб водой, накрываю крышкой и отправляю в разогретую до 250 градусов духовку на 20 минут. Далее снимаю крышку, понижаю температуру до 200 градусов и допекаю еще так 20 минут. Но как всегда, ориентируйтесь по работе своей духовки. Возможно, вам понадобится немного больше или меньше времени. Достал хлеб из духовки, переложил на решетку остыть и посмотрите, какой хлеб вышел на остатках закваски. Отличная бочка, хорошо пропеченное донышко. Да, если бы я не сделал надрез, хлеб бы был еще выше. Но и так получилось очень неплохо. Приятная корочка, хрустящий. Ну и самое интересное, какой он внутри. Отлично. Однородные поры. Напомню, что хлеб 65% влажности. Мягкий, ароматный. При такой влажности поры больше и не будут. Но самое главное, теперь вы знаете, что можно сделать с остатками закваски. Ну и попробую, какой хлеб на вкус. Отличный хлеб. Очень вкусный, мягкий и совсем без кислинки.